Друзья, всем привет! Очередное утро вторника, но в этот раз вместо типичного Сакартвелуа у нас интервью с Георгием Мелкадзе, футболистом, который сейчас выступает в грузинском чемпионате, но имеет большой опыт выступления на самом высоком европейском уровне. С ним мы встретились в Батуми прямо перед игрой сборной Грузии и Украины и успели обсудить достаточно много. Уверен, что будет интересно и вам понравится. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, все по традиции. Ну а мы смотрим, что нам расскажет Георгий Мелкадзе. Георгий, тебе большое спасибо, что готов вообще пообщаться. Я слышал, что... Вот у меня был первый вопрос, самый такой для меня лично интересный. Сколько ты уже в Грузии находишься и сколько было обращений от журналистов российских с тобой пообщаться? Ну, вживую пару раз приезжал человек. И, в WhatsApp много было, и в Инстаграме обращения. Ну, и в сумме около, не знаю, может, 7-8-10. А почему ты отказался-то? Не знаю, не хотел комментарий давать. Ну, понятно. Ну, расскажи вообще, как ты сюда попал, потому что я думаю, что для российского, наверное, футбольного сообщества это, может быть, каким-то удивлением было. Тем более команда не такая известная, там не Динамо Батуми, не Динамо Тбилиси. Ну, там такой период был в Сочи. И не играл, и если играл, то играл плохо. Последний там год, получается, полгода особенно. Вот. И еще семейные обстоятельства, то есть все в сумме, и как-то хотелось перезагрузиться чуть-чуть. Но сейчас понимаю, что год это было много для перезагрузки, полгода было бы достаточно, но это тоже опыт. И, в принципе, я не жалею, что перешел и чуть-чуть перезагрузился с мыслями, рядом дома с семьей побыл. И сейчас зимой хочу вернуться на свой сильный уровень. Ну, давай по порядку, наверное, пойдем так хронологически. Расскажи, как... Получается, ты ушел после прихода Морено, да, примерно? Ну, он пришел, и я ни разу не потренировался даже с командой, и мне сказали, на тебя не рассчитывают. И все, и ты ищи новый клуб, да? Ну, у меня полгода контракта было, и мне написали то, что есть какие-то предложения у тебя есть, типа, по поводу там заработной платы, сколько выплатить туда-сюда. И я озвучил свое предложение, и сразу на него согласились. Они думали, наверное, что для меня деньги было. Не так оказалось. И получается, то есть, когда ты понял, что в Сочи уже не вариант, ты, соответственно, это был первый вариант или были какие-то еще варианты? Не, были в России, были варианты, конечно. Как минимум Александр Самедов звонил, Факел точно хотел. Это как минимум. Но в России просто не искал, я хотел отгрузиться. Ну то есть это твой был выбор, да? Да, конечно, безусловно. Но, еще раз говорю, полгода было вполне достаточно, и как раз с нового сезона в России вернуться. Но, не знаю, сейчас могу и вернуться в Россию, и могу не вернуться. Вот. Что ты вообще скажешь про грузинский футбол тем, кто его никогда не смотрел и, может быть, знает только вот этот матч Локомотив-Динамо, когда Мамардашвили там блистал? Слушай, уровень, конечно, не такой, как в России, это естественно, но и не столько денег вкладывают, это тоже надо учесть. Но сейчас, после чемпионата Европы особенно, понимаешь, когда атмосферу увидел то, что здесь на улице творится, когда сборная играет, тут на всех экранах, на рекламах. Ну сейчас, везде, да, как раз. Футбол показывают просто везде. Люди на машинах стоят, останавливаются, там у них пробка. То есть полицейские приезжают, они ни слова это не говорят. То есть всех интересует футбол. И, это сильно. Это на тебя наибольшее, да, произвело впечатление здесь? Да, то, что здесь творится. И я думаю, после этого чемпионата Европы, то, что, я считаю, очень достойно выступила Грузия, и мне душа радовалась, то, что много болельщиков из России болело именно за Грузию на чемпионате Европы, потому что это самое, я там видел интервью
пару актеров там и так далее, ну, таких именитых людей в России, и они говорили, что именно Грузия самая приближенная страна к России, и поэтому болели на чемпионате Европы именно за нее. И, ну, так, а на чем мы остановились там? Уровень футбола. Да, про футбол. Ну, и, естественно, повторюсь, в России он еще покруче, но я хочу выделить то, что здесь, во-первых, мало дисциплины, очень мало, и, во-вторых, есть такие игровики, вот, знаешь, которых невозможно научить, но они по-своему сильные. Просто им не хватает чуть-чуть дисциплины, чуть-чуть где-то такого человека, который направит их в нужное русло, понимаешь? А люди здесь начинают не тем заниматься и так далее, гулять и так далее, и сбиваются с этого темпа. Хотя если их направить, я уверен, что они будут играть на высоком уровне, а вот не только в России. Скажи мне, знаешь, что интересно? Я вот даже смотрел недавно статистику. Ну, понятно, что там они были молодые. Хвича, в принципе, блистал, да, в «Локомотиве», там, бесспорно, в «Рубине». Ну, например, Зорико Давиташвили, он играл в Тульский «Арсенал», Волгоградский «Ротор», там, он, по-моему, 2 мяча забил в 40 матчах. Ну, то есть, и потом у него все равно все пошло. То есть, вот ты считаешь, что как бы, ну, в России чемпионат такой, что там больше борьбы, и он для таких футболистов типа Зорико не подходит? Или вот это то, о чем ты сказал, это какая-то дисциплина? Почему вот у него не получилось в России именно раскрыться у Зорико? Не, конкретно у него почему не получилось? Ну, мне кажется, для него чисто такой специфический чемпионат, потому что, ну, не знаю, мое мнение, что в России очень много тренируют оборону все клубы, практически все клубы очень много тренируют оборону, и там люди действительно, если они не отберут у тебя мяч, то они отберут у тебя ногу как минимум, и там будет фол и так далее, то есть в России очень тяжело там обыгрывать и так далее. Вот. А когда я смотрю другие чемпионаты, ну, как, там люди как будто не умеют отбирать мяч, я не знаю, мне такое впечатление складывается. Я не говорю о топ-чемпионатах, ну, там, не знаю, какая-нибудь Швейцария, там, мне просто попадется где-нибудь по телевизору, там, в Ютубе, неважно. И, ну, такое ощущение складывается, что в России действительно умеют мяч отбирать. Ну, еще он играл, наверное, за команды, которые боролись за выживание, это тоже там, то, что ты говоришь, больше от оборонки, там, не пропустить. Это, во-первых, он должен играть в такой команде, где ему подносят на блюдечко мячи, а там в тех командах, в которых он играл, я не знаю, ну, в Рубине, наверное, только у него могло получиться. По тебе еще поговорим, но раз уж просто ты про сборную заговорил, мне вот интересно, как ты вообще Евро переживал, то есть останавливался ли чемпионат, потому что тут весна-осень, и, ну, была ли какая-то пауза, и как ты вообще матч смотрел, не знаю, ты там на улице тоже ходил, кричал, или в семье там смотрел, или как? Не, ну там в кафешке собирался, вот там у нас тоже вот Кирилл Климов, он в Рубине играет, вот мы с ним в комнате живем. И мы с ним вот собираемся, вот в Батуми приезжаем, тут час езды. И вот так собирались, иногда опаздывали, вот это, когда мы опаздываем из-за этой пробки, как раз таки вот здесь на дороге рядом. И все смотрят просто, и люди просто стоят на дороге, мы им сигналили, там, чтобы они подвинулись. И как раз в этот момент, там опасный момент какой-то там просто на улице, блядь, такое творится, как будто... Короче, реально, это очень крутая атмосфера. Летом еще жарко, погода хорошая, вечером маечки все. Ну, я был в Тбилиси вот летом, и, в принципе, все это видел, это, конечно, невероятно вообще. Да, прям круто было. И вот пару раз опаздывали на матчи из-за этих пробок. А скажи, почему ты на стадион? Неужели ты не можешь билет достать, или ты не хочешь идти, не знаю, тебе не интересно? Ты сам ходил на матчи сборной, кстати, нет здесь? Не, ни разу не ходил. Не или знаю, тебе как-то это так? Мне спокойно по телевизору, с повторами. Ну, хорошо. А знаешь кого-то из этой сборной, кстати, лично, нет? Ну, как минимум, Хвичу, Зорико. Лично, ну, все, наверное. Ну, чтобы лично прям. Ну, а ты им что-то пишешь там до игр, после игр, может быть, общаетесь? Слушай, ну, Хвичу там, когда он чемпионство выиграл с Наполи, поздравил. Ну и так, с днем рождения. И один раз он меня тоже с днем рождения поздравил. Я вообще удивился. Думаю, ничего себе, как много сообщений читаешь, оказывается. Круто, круто. Вот. И, ну, было приятно, слушай, от человека, ну, какого, от обычного хорошего парня. Просто я же понимаю примерно, сколько у него там сообщений и так далее. Причем в такой момент там, ну, классно, классно. Меня очень порадовало.
Перед тем, как мы договорились об этом интервью, я поинтересовался, есть ли у тебя грузинский паспорт. Вот ты сказал, что есть. Вообще расскажи про свою историю, ну не только с этой страной, наверное, а с языком, потому что я тоже был удивлен, что ты грузинский знаешь, в общем-то, с детства. Ну да, ну, грузинский знаю, просто читать и писать для меня чуть-чуть затруднительно. Вот когда паспорт получал, прям так, ну, короче, тяжело было читать и так далее. А там какой-то экзамен был, почему да? мне легче? Да, почему мне легче? Потому что у меня я складываю слово, а я там знаю же, ну, большинство букв, я складываю слово просто, я понимаю, о чем речь, и складываю слово, например, там на кафешке написано, я не знаю, там, хинкали. Я знаю там и там гласные, и вот так вот складываю слово, и для меня как-то легко. Потом, когда ты одно слово сложил, ты уже первую букву запомнил, так один раз ту, один, и вот так вот, короче. Вот. Но писать для меня все равно проблемно очень было, особенно когда там получал паспорт. И, ну, а грузинский говорить я умею, потому что в семье всегда по-грузински. А когда ты разговариваю. паспорт получил, расскажи. Как это было? Паспорт? Ты сюда ехал, вот у как тебя была приехал. такая цель сразу? Нет, цели не было, просто родители, не знаю, чуть-чуть настаивали, так можно сказать, вот. И все равно, как бы, для жизни неплохо, они так сказали. Ну, и если есть возможность, если я еще, тем более, тут буду, как минимум полгода на тот момент, то почему бы не получить? И вот так вот получил просто в феврале где-то, в начале года. Про сборную не думал? Ты за взрослую сборную России в официальных матчах играл? Или? Нет. То есть теоретически... Я не вызывался. А, не вызывался? Не, я не вызывался ни разу в национальную. Во все вызывался, кроме национальной. И... Ну, у тебя сейчас два паспорта, цели да, явно не получается? стоит. Да, сейчас два паспорта. Цели какой-то не стоит. Ну, интересно все равно. Ну вот и все, в принципе, вот так получил паспорт. Теперь двигаюсь с двумя. А расскажи, как тебя вот местные принимали? То есть я слышал историю просто, например, вот Саба Сазонов, насколько я знаю, он грузинский неплохо знает, там к нему вопросов нет. А вот когда Марадишвили сделал паспорт грузинский, там прям в комментах был жесткий хейт, что он даже грузинского не знает, что он там родился в Москве, хоть у него и родители, я не знаю, ну я так понимаю, грузины тоже. Не знаю, вы, кстати, общаетесь с ним, с Марадишвили? Не, ни разу, я лично не знаком с ним. Вот, но не было ли чего-то такого в отношении тебя, то есть когда ты приехал сюда играть, что ты какой-то не настоящий грузин? Слушай, ну комменты я не знаю где, и я думаю, вряд ли болельщики, там, я не знаю, соперники, может быть, на мне поле. кажется, нигде об этом не писали. Я же нигде это... А соперники вот на поле, например? Ну, ты историю тут Слушай, можешь не есть рассказать. такие, пару там человек было таких за весь чемпионат, но... Ну, в целом то окей, есть, да? фразы такие были, даже ты что думаешь, что в России, хотя я в Грузии как бы тоже нормально себя чувствую. Ну, не знаю, ну, я просто не обращал внимания, я думал, на таких не надо, тем более на поле и так далее. Провокации. Одним да. словом. Ну, расскажи еще чуть-чуть вообще про футбол здесь, именно про свою игру. Я видел, что у тебя там долгое время не получалось забить. Вот как ты считаешь, почему? Потом как будто бы что-то прорвало, да, у тебя там серия была неплохая. Ну да, потом, ну да, долго не получалось. Კარში დანიშნული პენალტი ვერ იქცა გოლად. აქ რა მოხდება? აქაც იგივე როგორც ჩანს. Потом позицию тоже, там тренер узнал, что я там до 17 лет опорного играл, оказывается. Вот. И он А ты опорника решил- здесь начинал играть? Нет, начинал слева, А. потом опорника перешел. Интересно. Вот, опорник, в принципе, ну, прям неплохо получается. И до сих пор, когда тренеру нужно, он меня в опорную зону ставит, когда кто-то у нас из парней выбывает из опорников. У нас их не так много просто. И, ну, короче, где ему нужен, он меня там использует. Там иногда справа полузащиты, иногда в нападении, иногда под нападающим. Иногда мы в 5 играем, иногда в 4 с десяткой играем, я десятку играю. Бывает слева, справа. То есть, ну, в последнее время чаще всего в опоре играем. Потому что ему важно вот этот наладить, вот это, знаешь, он любит короткий пас, он длинные передачи очень не любит. Он любит быстрый переход после потери, а тут, знаешь,
Отбирать мяч — это не грузинское дело, оказывается. И я как-то с середины поля, мне легче подсказать партнерам и так далее. И просто когда я играю на фланге, действительно нам тяжело дается прессинг, потому что некому подсказать и вовремя переключиться. У нас вовремя переключаться 2-3 человека в команде. Если бы мы все это делали, мы были бы на другом месте, мне кажется. Мы футболом никому не уступаем, просто мы идем на последнем месте из-за того, что у нас просто ребята не такие профессионалы. У них качество, они даже могут играть, не знаю, в топ-лигах. У них такие качества, реально есть такие качества. Вот у нас у человека есть такая левая нога, то что такой левой ноги может в премьер-лиге может не быть сейчас в России. Вы понимаете, он... Дисциплина, да? Да, но у него левая нога, у него очень сильная. Он может под замах так убрать человека, что человек сломаться может просто. Он очень силен индивидуально, но у него нет, без мяча он вообще не умеет А можешь играть. фамилию сказать, я, может, посмотрю? Харибава. Георгий Харибава. საჯარიმოს მისადგომებთან პასი დარტყმა და 1-1. ძალიან კარგი გოლი და გატანილი გოლის ავტორი გიორგი ხარებავა. ესე მოულოდნელად მიიღო ხარებავამ ბურთი საჯარიმოს მისადგომებთან და არც უფიქრია ბევრი პირდაპირ კარის მიმართულებით. გაგზავნა და მოახერხა ზუსტად ამის გაკეთება. У него левая нога, ну просто в премьер-лиге может не быть такой. Ну просто понимаешь, что он вот такой. Да, понимаю. Ну я ему сколько, я ему год говорю, но я уже устал. А сколько лет ему? Ему 20 лет, он молодой. 19, да, 20, да. вполне мог 20 бы, да. ему. А расскажи еще про твою команду именно, то есть вот, какой принцип комплектования, то есть там молодые футболисты, ну, и поигравшие, ну, с кем тебе приходится играть? Нет, принцип только молодые футболисты, вот такой. Вот, я там самый старый, ну, Да. не считая одного человека, я там самый старый, да. То есть это потенциально, чтобы кто-то себя проявил, а потом там продать? Да, куда-то? именно для этого, да. На данном этапе именно для этого, да. Ну вот знаешь, меня удивляет в чемпионате Грузии, что там просто лидеры меняются вот один за одним. Вот ты как бы сказал, это уровень вырос или лидеры скорее сбавили? Там Батуми, Тбилиси? По твоим ощущениям? Батуми просто, они же прошлый год чемпионами были и сильно разрушили команду, как мне кажется, со стороны. Руководство неправильно там какие-то корректировки сделало. Вот, и сейчас я слышал, им там зарплаты не платят и так далее от игроков. Там еще Ну, финансовые. то есть, да, но я слышал, что на следующий год Батуми сделают очень сильной командой. Потому что туда тренер пришел, там грузин какой-то, ну я его не знаю, но я слышал, мне про него сказали, что он, если приходит, то там комплектуется прям сильная команда. Он прям топом считается в Грузии. Я хочу закончить там, про твое будущее, но прежде чем это спросить, вот все-таки ты уже здесь год пробовал, вот что бы ты сказал в целом про систему футбола, потому что я сейчас вижу, что молодежная сборная в плей-офф, да, вот Хорватов обыграл, сейчас вполне может на Евро попасть, плюс здесь на домашнем Евро неплохо сыграла, сейчас Ю-19, там, вот я смотрел, они шведов обыграли, сейчас с норвежцами там чуть-чуть не хватило, этот Салья переходит в Ньюкасл, ну то есть как будто бы прям бум реально футбольный. Вот ты считаешь, это вот реально какая-то система здесь появилась, или это вот Я скорее... считаю, это заслуга национальной сборной, то, что они успеха добились на чемпионате Европы. Ну, для сборной Грузии, Не, ну, для 1/8. 3 миллионов человек это успех. И я считаю, именно поэтому обратили внимание на Грузию, весь мир. И еще, помимо этого, еще 2 чемпиона UFC, тоже немало медийности принесли Да. Грузии. И я считаю, что вот так вот потихонечку распространяется это все. Ну и давай по тебе, то есть ты сказал, что полгода было, как бы, ну, наверное, достаточно, Да. ты уже пробыл год. Грузия, я напомню, кто не в курсе, весна-осень играет, то есть сейчас сезон заканчивается, еще сколько матчей осталось? 4. Ну, кстати, еще нормально. То есть ты эти матчи доиграешь, и потом как? Уже у тебя есть планы или типа как открыт? У тебя контракт, кстати, с Калхети до какого года? Вот, до декабря. До декабря. Да. И я доиграю, потом, наверное, сядем с агентом, обсудим все, его предложения, там, мои предложения, которые мне предлагают, и придем к какому-то общему знаменателю и сделаем выбор. Просто я с ним еще не общался, и после сезона уже придется уже выбирать что-то. Ну, ты перезагрузился, то есть вот то, что ты говорил, для чего ты сюда ехал? Я загрузился. Чересчур, да?
Вот. Ну, первые полгода прям перезагрузил, вторые полгода уже вот Уже реально стало перебор, да? как будто лишнее. Но это как бы никто в этом не виноват. И я сам себе создал эти условия, и я понимал, куда я иду, и зачем я иду. И как бы в полную силу доиграю эти 4 матча. მელქაძე, კარგი პასია, ბუაშვილი, კარზე 3-2-ზე არიან. ფოთელები, მელქაძე, ისევ აბუაშვილი დარტყმა და 3-1. ბოთის კოლხეთმა ეს матчი. Помогу максимально команде, и дальше наши пути расходятся. Вот такое получилось интервью. Как вы поняли, я уже 4000 километров преодолел обратно, вернулся в Казахстан. Но вот захотелось сделать такую небольшую паузу с нашими выпусками Сакартвелоа. Кстати, напишите, нравится ли вам эта рубрика, стоит ли ее продолжать вообще, потому что вот если взять вот эти выходные, ну, не так много грузинские футболисты сделали. Играли все, безусловно. Мамадашвили наконец-таки выиграл. Качарашвили показал неплохую игру. Хвича вновь победил, но, правда, не отметился голевыми действиями. В общем, события как будто бы были, но вот голевых передач, забитых мячей не так много. Поэтому, повторюсь, хотелось бы узнать ваше мнение, стоит ли вообще эту рубрику продолжать, особенно когда событий практически нет. Ну, а в любом случае, в ближайшее время вы увидите еще другие интервью. У нас впереди Георгий Димитрадзе и Михаил Ашветия. С ними мне также удалось пообщаться во время визита в Грузию. Уверен, что вы и оттуда узнаете что-то новое. Пишите также, кого бы вы хотели увидеть в качестве гостя в моей программе. Может быть, даже я удаленно буду записывать. Ну и, конечно же, в марте все снова мчим в Грузию, но сначала в Армению, чтобы увидеть это великое кавказское дерби, кавказское противостояние, к которому, конечно же, будет отдельное превью и еще очень много материалов. Но пока до этого очень далеко. Поэтому давайте наслаждаться зимой, по крайней мере той, которая у нас сейчас есть. ჩაწოდება საჯარიმოში. მელქაძე. კიდევ ერთი დარტყმა მანჯგალაძეს გაარტყა ბურთი და ინიშნება 11 მეტრიანი. გამორბენი. დარტყმა გაიტანა. გაიტანა გიორგი მელქაძე.